Находимся на одних холмах. Сейчас только что передо мной тоже какие-то туристы с них сошли. Здесь якобы точка обзорная. Вот мы сейчас посмотрим, какая здесь обзорная точка. Я с собой, как видите, я в очках. Это значит, что сегодня мы будем плавать под водой, прыгать в воду. Есть специальные такие пещеры, в которые можно прыгнуть. Они с водой. Небольшой завтрак с хорошими видами. Сейчас оформим. Есть такая тропинка. Посмотрим, куда она приведет. Очень много мин всяких разных. Надо смотреть под ноги. Я точно знаю, что вон тот холм, он на жилые территории, у него обзор, поэтому мы, наверное, поднимемся на вот этот. Да, вот она. Идеальная точка. Осталось только сесть на пенек и съесть пирожок. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. Главное, чтобы на пеньке не водились муравьи. Да, здесь даже 360 градусов вид. Здесь не очень, потому что здесь от одной высоты. Там вообще страшные горы. И там тоже вдалеке. А здесь все примерно одного уровня. Плюс-минус. Сейчас немножечко пикник. И в путь. У меня мясо, собственно, маринада. Из говядины и майонеза. Говядина, майонез, лук. И сейчас я риса купил с утра. С утра вообще иногда даже бывает проблема купить что-либо у местных, хотя они работают прям с самого раннего утра. Не удалось урвать рис, и поэтому сейчас мы позавтракаем и в путь. Вот так выворачиваем, где рис был. Как я говорил, говядину нужно мариновать дольше. Я мариновал ее около 13-14 часов. И все равно нарвется еле-еле. Нужно хотя бы, наверное, 2 суток ее мариновать. Достал меня все-таки легкий дождик, но он был совсем легкий. А вот тучи вообще не внушают доверия. И погода такая не очень солнечная. Тем более для 9 утра, даже 8 сейчас. Холмы Конкока. Добро пожаловать. Сейчас мы буквально чуть-чуть до него не дошли. Нам надо забраться вон туда наверх. Здесь есть такая тропинка небольшая. Я думаю, она мне поможет. Вот теперь мы точно имеем холм с радиусом 360 градусов обзора. Там чуть дальше. Здесь уже местные постройки. Как я говорил, у нас здесь Анда. Вот там конец Анды. Вот это вся часть Анда.
Сейчас мы туда поедем. Там действительно очень хорошие, большие такие холмы. Может быть, там гора даже какая-нибудь есть. Но я еще подумаю, заезжать ли нам вглубь Анд или нет. Вы думаете, что все места на карте лучше обозначены? Нет. Можно совершенно случайно вот так просто по щелчку пальца найти тоже какую-нибудь жемчужину. Ну, как я вчера бухточку нашел. Блин, а до сих пор вообще в восторге от нее. Еще один пляж. Сейчас я не знаю, есть тут какая-нибудь входная плата или нет. Какой-то на маленький пляж я зашел. Абсолютно. Там вправо еще пространство и влево. А здесь уже все, приехали. Маленький пляж. Вот, как я и говорил, стоит чуть-чуть пройтись вдоль пляжа. И мы наконец-то попадаем, я так понимаю, на публичный пляж. Потому что здесь куча людей. Но вход сюда, въезд, он был вроде бы под шлагбаумом. Чуть попозже покажу, где вход-въезд. Я-то вошел, он бесплатно, получается. Да, вон типа все культурно, там все сделано. Вот теперь это точно тот самый пляж, который нам нужен был. Ну, также здесь есть беседки. Вот я уже прошелся в эту часть пляжа. Он довольно-таки длинный. Там горы. Там ловушки, я так понимаю, вон лодки еще плавают. Огорожено палками. Кстати, если зайти в воду, то иногда можно маленьких-маленьких рыбок встретить. Вода хорошая, прозрачная, пляж неплохой. Но чуть дальше заходишь, там уже встречаются, конечно, водоросли. А поначалу, вот они, смотрите, какие рыбки-то. Блин, сейчас приближу. Вон они. Ты же говорил, что они тут есть. И вот там еще дальше есть. Не знаю, это уже, наверное, к резортам относится или нет. Иностранцев не увидел, как обычно, короче. Я здесь один, на меня смотрит как на обезьянку, в общем. Правда, там уже камень, и сейчас будем, походу, по камням прыгать. Вот такой берег. Смотрите, там даже пещеру заложили бревнами. Что за бобры тут живут? Вот это вымыло. Вот это прям вымыло, будь здоров. Как она еще не упала. Нету, к сожалению, больше ничего интересного. Только шикарный вид на весь Бохол отсюда. Там Бохол и, получается, в той стороне Джагна. Так вот вдоль пройдемся снова. Пляж хороший, песок белый. Народу много. Сейчас пятница, утро. Короче, я прошел бесплатно вот по вот этому месту, по такому указателю, и по вот таким указателям туда вниз спускаетесь. Вот, маленький небольшой пляжик. А вот там шлагбаум, написано оплата. Вот. И челик собирает оплату, короче. Вот туда реально как бы, если назад туда ехать, туда, вдоль дороги, там должен быть пляж. Вот, но я туда зашел обходными путями.
и парковался вот здесь. Вот, тоже бесплатно запарковался. Короче, все бесплатно. Сэкономил, наверное, не знаю, как минимум 10 песо точно сэкономил. Вон мой байк стоит. Едем дальше. Я чуть было не развернулся. Вот, потому что не мог найти тропинку. Ну, как обычно, ее не было на карте. Вот, сейчас плюс-минус вроде бы нашел. Смотрите, какое место. Просто вау. Nice. Вот. Такая дорожка. А нам, скорее всего, вон туда надо будет сейчас ехать. Влево, вверх. Мной было принято волевое решение запарковаться. Вот оттуда я приехал. И пойти гулять по вот этой красоте. Здесь уже не работает, ну, навигация, да, тропинок этих нет. Поэтому придется искать все самому. Ну, зато нашел другое интересное место, да? Это мини-пальмы, видите, да? Они не такие высокие. Или не мини-пальмы, а просто еще не выросли как следует. Грязненький. А, он там вон в этом грязи завалялся, смотрите. Они специально для них ямы вырывают, чтобы они могли измазаться грязью, короче, там и так далее и тому подобное. Это же, наверное, ради такого оставлю меточку. Желтые кокосы, перезрелые вроде бы, если я не ошибаюсь. Вот, а там дальше уже, к сожалению, ничего. Вот они, желтые-желтые, смотрите. Желтые-желтые кокосы.
О, ни хрена себе дорога какая-то. Прикиньте. Цивилизация. Ё-моё. Фух. Фух. Кошмар. Где я? Ну, замечательно. Я приехал, получается, ближе к своему отелю, а мне нафиг это не надо. Короче, убираю метку. Не нашел я это место и не хочу искать больше. Едем смотреть пещеры. Вот вам и пещеры, ребята. Вот такая стихийная тут парковка. Все пытаются под дерево залезть, хоть как-то байк свой спасти. Точнее, сидуху. Что из себя представляет эта пещера, я не знаю. Скорее всего, она бесплатная и такая. Не очень глубокая. Интересно, она вот настолько глубокая? Или это просто дикие места? Камни сырые, но воды нет. Да, здесь такое, короче. Ну, сейчас еще раз посмотрим, что тут. Ну, спросить вообще тут не глубоко. Not deep here. Dikya? There's no dikya here. No dikya, the fresh water. Kanang konti. Oh. Konti di pa mahurot maho. Pag-uli. Pauli ra na. Karon 2,000. Pauli pa na. 2,000. Cold Spring. Bakun, tanigdo. Naman Diyos ko sa gabi sa kuno to. Pero saan ito? Napingi siguro to sila. Napingi siguro. Are you alone, sir? Did you went to the other cave? Yeah. I visit after. Hindi man lang ko say, there's a ladder man. Это знать надо! Это классика! Lot of people swimming in there. Lot of people swimming. We prefer to swim here because we're just the place is just for us. But because if we go there, there's a lot of people and some of the swimmers also they dive. Yeah, I know. So Здесь может быть мелковато для прыжков. Видите, голубая вода рядом с берегом, значит, мелковато. Голубая — это песок, темная — это у нас камни. Капец, без очков все размыто. Ужас. Нет. Прям пляж. Волны у берега прям хорошие. А вот эту скалу как вымыло, ё-моё, вообще. Охренеть, тут волны. Ух. Вода соленая.
Вот этот кусок вообще откололся, видите, да? Был здесь, уже здесь. Ну там вдалеке должен быть еще один пляж. Вот еще пляжик приватный. Ну, я, наверное, в этом, в составе резорта, вот здесь. Он пляжик небольшой. Кстати, очень аналогичный тому, на который мы вышли. Здесь у нас та самая отколовшаяся скала. И отсюда, наверное, можно прыгать. Можно. А зачем, да? Нет, там было мелковато. Там. А вот отсюда, ребята, вот отсюда можно прыгать. Да, отсюда можно прыгать. Но только далеко толкаясь вперед, на всякий пожарный. Добро пожаловать еще на один интересный пляж Анд. На самом деле тут очень много пляжей с белым песком, а здесь еще и людей нет. Видите, да, зато сколько лодок. Мелкий-мелкий белый песок. Вот такой вот пляж. Это водоросли у нас. И довольно мутная водичка. Видите, да, докуда вода доходила? Полностью закрывая весь этот пляж аж до камней. Бывшая лестница, которая развалилась в дрова. Там наверху уже чьи-то участки. Еще лесенка. Но это целая. Ну, подниматься мы, конечно же, не будем. Там уже, скорее всего, частная территория. Но за поворот заглянуть надо. А там еще скалы. И потом еще скалы. В общем, пляж заканчивается, грубо говоря, вот здесь. О, смотрите, сколько. Это комары? А то я не шарю. А за пляжем еще один пляж. Где мы были, на каменных пляжах, было все точно то же самое. Вода ударялась об скалы и возвращалась. Но там, так как был каменный пляж, а не песок, поэтому она не вздымалась и не было такой мутноты. Такое водорослевое дно вы не представляете себе. Вот можете судить по вот этой вот фигне торчащей. Целый куст растет. Капец тут водоросли. Фух. Райские пляжи, ё-моё. Заброшенным выглядит. Там, кстати,
вот здесь уже не очень заброшено, а вот здесь заброшено. Я так заметил, в Андах не очень на самом деле много туристов. Вот, потому что местные жители так сильно мне удивляются. Так сильно мне удивляются, что я прям не знаю. Такое чувство, как будто сюда люди не доезжают, а седают просто тупо где-то на Панглау. Максимум до Лабока доезжают, до шоколадных холмов. И все. Анды — это, извините меня, другой конец острова так-то. О, ну он далекий. Такой далекий пляж, смотрите. Ого-го. Там можно идти, а потом еще пару скал обогнуть и еще идти.